Привет! Ты на канале Fly Арбуз, а я Игорь Арбузный. Этот выпуск смотреть непросто. С января по сентябрь 2025 года мир пережил волну авиационных катастроф. От малой частной авиации до магистральных лайнеров и военных бортов. Изначально я планировал делать выпуск за полгода и остановиться на июне. Но пока я снимал и монтировал, трагедии продолжали происходить. И я не мог оставить их за кадром. Я коротко пройдусь по каждому случаю в хронологическом порядке. Поддержи видео лайком. Подпишись и напиши комментарий. Так ты реально мотивируешь снимать чаще. Начинаем. «2025 год начался с череды авиационных катастроф, унесших множество жизней по всему миру. Первая трагедия разыгралась в бурных водах Западной Австралии. У скалы Филипп-Рок, где бушующие волны разбиваются о камни, 7 января 2025 года гидросамолет Cessna 208 «Караван», выполнявший рейс с острова Ротнес в Южный Перт, потерпел крушение. Взлет начался в условиях сильного попутного ветра и неспокойного моря. Через минуту после разбега гидроплан с трудом оторвался от воды, но из-за аэродинамического срыва крыла потерял управление и рухнул в море у скалы. На борту находились 7 человек. 3 из них, включая пилота, погибли. Но были и выжившие, которые отчаянно боролись за жизнь и выбрались через задние окна затонувшего самолета. Предварительное расследование указывает на нестандартный маршрут через бурные воды, который выбрал пилот, как на вероятную причину этой катастрофы. Не успели утихнуть волны у берегов Австралии, как над Южной Америкой сгустились тучи, что привело к трагедии в горах Колумбии уже на следующий день. 8 января 2025 года чартерный самолет Cessna 402C, следовавший из Хурада в Медельин, исчез в густом тумане над горным хребтом Фронтина. В 17:30 по местному времени он пропал с радаров, столкнувшись с деревьями на склоне горы Серра-Сан-Хосе, близ Урао. Полет выполнялся в сложных метеоусловиях. Густой туман, низкая облачность и сложный горный рельеф значительно затрудняли навигацию. Все 10 человек на борту, пилот и 9 пассажиров, погибли. Спасатели обнаружили обломки самолета на следующий день в густом лесу на высоте около 3000 метров. Вероятной причиной катастрофы следователи считают потерю пространственной ориентировки пилота. 2 трагедии за 2 дня, и все же это был только трагический пролог. Уже на следующий день судьба нанесла очередной удар, на этот раз по побережью Бразилии. 9 января 2025 года в Убатубе, Бразилия, частный самолет Cessna 525 Citation Jet, прилетевший из Минейрос, заходил на посадку на мокрую полосу длиной всего 560 метров. Шел проливной дождь, и после приземления самолет не смог затормозить. Выехал за пределы полосы, пересек дорогу, перевернулся и загорелся на пляже. На борту находились пилот Пауло Сигета и 4 пассажира, 2 взрослых и 2 детей. Пилот погиб, а пассажиры получили травмы различной степени тяжести. Пострадали также 3 прохожих на дороге. Короткая полоса и скользкое покрытие сделали торможение реактивного самолета практически невозможным. Мог ли пилот предвидеть, что короткая полоса и проливной дождь станут смертельной ловушкой? А как считаешь ты, стоит ли вообще пытаться сесть на короткую полосу в сложных погодных условиях? И пока в Бразилии пытались справиться с последствиями катастрофы, на Ближнем Востоке наступало утро. Утро новой трагедии. Утром 15 января 2025 года самолет Rockwell Grand Commander 690, принадлежавший авиации полиции Исламской Республики Иран, вылетел из аэропорта Расшт, выполняя тренировочный полет в сторону Тегерана. На борту находились 3 членов экипажа. Примерно в 15 километрах от аэропорта вылета над холмистой местностью в районе деревни Кенерсар борт пропал с радаров. Погодные условия были сложные, ограниченная видимость, облачность. По предварительным данным, самолет потерял управление в полете и с большой скоростью врезался в поле. Удар был разрушительным. Все 3 члена экипажа погибли. Причины крушения выясняются, но уже известно, что в момент катастрофы экипаж отрабатывал элементы управления в сложных метеоусловиях. Обучающие полеты часто сопряжены с риском, и в этом случае ценой риска стала жизнь. Через 2 недели трагедия перенеслась на африканский континент. 29 января 2025 года в Южном Судане, близ взлетно-посадочной полосы нефтяного месторождения, чартерный самолет Бичкрафт 1900, принадлежавший местной нефтяной компании, рухнул сразу после взлета.
Он перевозил 21 человека, в основном сотрудников, которые возвращались после вахты в Джубу. Самолет разрушился при ударе о землю. Погибли 20 человек, включая 2 пилотов и нескольких иностранных граждан. Единственный выживший находился в тяжелом состоянии. Причины катастрофы уточняются. Следствие продолжается. 20 погибших, почти все, кто был на борту. И все же это было только начало этого дня. Спустя несколько часов на другом континенте произошла еще одна катастрофа. 29 января 2025 года в 8 часов 9 минут самолет Cessna S-550 Citation, принадлежавший Министерству внутренних дел, юстиции и мира Венесуэлы, вылетел с аэробазы Ла-Карлота в Каракасе. Начав правый разворот, он внезапно перешел в снижение и врезался в лесисто-холмистую местность в районе Эль-Волька, в 7 километрах от аэродрома. Воздушное судно разлетелось на части. Все 3 человек на борту погибли. Причины аварии на момент записи этого видео остаются неизвестными. Расследование продолжается. Тот же день принес еще одну ужасную катастрофу, на этот раз в Соединенных Штатах. 29 января 2025 года в 20 часов 47 минут над рекой Потомак, близ аэропорта Рональд Рейган в Вашингтоне, произошла трагедия. Пассажирский самолет Bombardier CRJ-700 авиакомпании PSA Airlines, заходивший на посадку на полосу 33, столкнулся с военным вертолетом Black Hawk, выполнявшим тренировочный полет на высоте 90 метров. Оба судна рухнули в воду и полностью разрушились. На борту самолета находились 64 человека, 2 пилота, 2 бортпроводника и 60 пассажиров. Все они погибли. Экипаж вертолета из 3 человек также не выжил. Расследование показало, что экипажи использовали разные радиочастоты, из-за чего не слышали переговоров друг друга. Диспетчер передал предупреждение о сближении, но экипаж Black Hawk, вероятно, не получил команду на изменение курса. Экипаж CRJ-700 увидел вертолет слишком поздно. Избежать столкновения было уже невозможно. Как считаешь ты, что нужно сделать, чтобы такие случаи больше не повторялись? Через 2 дня Америка вновь оказалась в эпицентре трагедии. 31 января 2025 года в 18 часов 7 минут в Филадельфии, штат Пенсильвания, медицинский самолет Learjet 55 вылетел с полосы 24 аэропорта северо-восточной Филадельфии. Выполняя левый разворот на высоте 388 метров, он внезапно спикировал в землю. Обломки разлетелись на большое расстояние, повредив прилегающие дома и припаркованные автомобили. На борту находились 6 человек, 2 пилота, 2 медработника, пациентка и ее мать. Все они погибли. На земле также погиб 1 человек. 4 получили тяжелые травмы, а еще 20 – легкие. Предварительный отчет указывает на возможные проблемы с техобслуживанием самолета. Неделю спустя Филиппины добавили свою главу в мрачную хронику года. 6 февраля 2025 года в 14 часов в Ампатуане, Филиппины, самолет King Air 350 находился в небе, выполняя перелет в интересах вооруженных сил США, когда внезапно начал падать, рухнул на землю и полностью разрушился. На борту находились 4 человека, среди которых был некий сержант Джейкоб Даррем, морской пехотинец, специалист по разведке и электронному оружию. Выживших после катастрофы не оказалось. Следователи изучают, могли ли технические неисправности, человеческий фактор или сложные погодные условия, подобные тем, что привели к другим авариям, стать причиной трагедии. В тот же день суровая природа Аляски напомнила о своей беспощадности. 6 февраля 2025 года над покрытым льдом заливом Норд-Саунд, близ Нома, Аляска, самолет Cessna 208B Grand Caravan, вылетевший из Уналаклита, начал снижение с 2400 метров до 1200 метров. В 15 часов 19 минут автопилот самолета отключился на скорости 183 км в час. Через 19 секунд скорость упала до 130 км в час на высоте 950 метров. Диспетчер выдал предупреждение о низкой высоте, но ответа от пилота не последовало. Самолет исчез с радаров и врезался в ледяной залив, полностью разрушившись. Погибли пилоты 9 находившихся на борту пассажиров. Осмотр обломков выявил обледенение на кромках крыльев и стабилизаторе. Именно версию с обледенением Cessna следователи считают основной причиной этой катастрофы. Иногда кажется, что сама природа ведет войну с авиацией. Как иначе объяснить эту цепочку событий? На следующий день Бразилия снова оказалась в
центре внимания. Утром 7 февраля 2025 года частный самолет Beechcraft King Air вылетел из аэропорта Кампо-де-Марти, направляясь в Порту-Алегри. На борту находились двое – пилот и владелец самолета. Практически сразу после взлета, набрав минимальную высоту, борт внезапно перешел в резкое снижение. Всего через несколько мгновений самолет рухнул на оживленный проспект Маркес де Сан-Висенти, где загорелся. Огнем была полностью уничтожена машина и стоявший рядом городской автобус. Оба человека в самолете погибли. Несмотря на место крушения, густонаселенный район мегаполиса, никто на земле чудом не пострадал. Причины катастрофы пока не установлены. Началось расследование. Но это был не конец. Лишь новый виток в мрачной хронике года. Через 3 дня пустыня Аризона стала свидетелем новой трагедии. 10 февраля 2025 года в 14 часов 38 минут в Скоттсдейле, Аризона, самолет Learjet 35A, прилетевший из Остина, начал заход на полосу 21. После касания полосы самолет накренился влево, выкатился через зону безопасности, пересек рулежную дорожку Браво, сбил ветроуказатель и врезался в припаркованный самолет Gulfstream. На борту находились 4 человека. Капитан погиб, второй пилот и 1 пассажир получили серьезные травмы. Еще 1 пассажир отделался легкими повреждениями. 1 человек в Gulfstream также серьезно пострадал. Осмотр выявил, что левое шасси Learjet'а отсоединилось из-за отсутствия фиксирующего штифта в задней части механизма, несмотря на то, что основной крепежный болт оставался на месте. Следствие предполагает, что неисправность могла быть результатом некорректного технического обслуживания этого самолета после жесткой посадки, произошедшей в июне 2024 года. Через 4 дня болота Флориды поглотили еще 1 самолет. 14 февраля 2025 года в 18 часов 40 минут близ Пирсона, Флорида, самолет Cessna 208A Cargamaster следовал на высоте 518 метров, затем повернул на курс 270 и поднялся до 945 метров. В сумерках, при облачности на высоте около 1000 метров и видимости 11-16 километров, самолет внезапно начал снижение, вошел в крутой правый разворот с бешеной скоростью снижения до 3600 метров в минуту и врезался в болото. Обломки разлетелись по округе, винты двигателя образовали кратер глубиной 76 сантиметров. Фюзеляж обвился вокруг деревьев, а крылья и оперение самолета оторвались. Топливное пятно на месте аварии указывало на отсутствие пожара. Осмотр обломков показал, что органы управления самолетом разрушились при ударе, но до катастрофы работали без сбоев. Двигатель и винт также исправно работали до момента удара. Следствие выяснило, что погибший пилот с налетом 9000 часов, включая 3000 на турбированных самолетах, не имел квалификации для полетов по приборам. Следствие продолжается. Причины крушения уточняются. Следующая катастрофа не заставила себя ждать. Канада попала в заголовки новостей из-за нового крушения. 17 февраля 2025 года в 14 часов 12 минут в аэропорту Торонто-Пирсон самолет-бомбардье CRJ-900LR авиакомпании Delta Connection, выполнявший рейс из Миннеаполис-Сент-Пол, заходил на посадку по АЛС на полосу 23. На борту находились 80 человек, 4 члена экипажа и 76 пассажиров. Самолет заходил на посадку с посадочной скоростью около 240 км в час, но внезапный порывистый ветер разогнал его до 285 км в час. На высоте 53 метра система предупреждения выдала тревожный сигнал о высокой скорости снижения, около 340 метров в минуту. При касании самолета полосы с креном 7,5 градусов и перегрузкой 3G правое шасси разрушилось. Крыло оторвалось и начался пожар. Самолет перевернулся, вылетел на траву и остановился у полосы 15 левая. Невероятным образом все находившиеся на борту люди выжили, но 21 человек получил травмы. 2 из них серьезные. God. Yo, I was just on this fucking plane. 6 дней спустя Африка вновь напомнила о себе.
Во второй половине дня 23 февраля 2025 года военно-транспортный самолет Ил-76 Вооруженных сил Судана с бортовым номером 1106 выполнял рейс снабжения. Во время полета над пустыней в районе Ньялы экипаж неожиданно потерял контроль над бортом. Самолет быстро перешел в неконтролируемое снижение и спустя считанные секунды с огромной силой врезался в песчаную равнину. Практически сразу после удара корпус охватило пламя, уничтожившее оставшиеся части фюзеляжа. На борту находились только 7 членов экипажа. Никто из них не выжил. Суданские власти рассматривают версию, что Ил-76 могли сбить силы РСФ, крупной вооруженной антиправительственной группировки в Судане. Однако официального подтверждения этой информации нет. Февраль был явно неудачным для вооруженных сил Судана. Через 2 дня произошла еще одна авиационная катастрофа. 25 февраля 2025 года военно-транспортный самолет Ан-26, принадлежавший военно-воздушным силам Судана, вылетел с авиабазы Вади-Сейдна в районе Амдурмана к северо-западу от Хартума. На борту находились 17 человек, включая 4 членов экипажа, 1 генерала и военнослужащих. Спустя несколько секунд после взлета самолет потерял управление, рухнул на жилой район и загорелся. Все, кто находился на борту, погибли, в том числе генерал Бахар Ахмед. Пламя охватило дома и улицы, в результате чего на земле погибли еще 29 человек. Всего жертвами катастрофы стали 46 человек. По предварительным данным, причиной трагедии стали технические неполадки. Месяц спустя Техас стал местом новой катастрофы. 13 марта 2025 года в 7 часов 33 минуты близ аэропорта Мескит-Метро, Техас, самолет Cessna 525 Citation, выполнявший перегоночный рейс в Даллас-Аддисон, вылетел с полосы 18. Получив от диспетчера разрешение на левый разворот, он по непонятной причине начал выполнять правый и набрал высоту около 290 метров. Вскоре самолет перешел в резкое снижение, продолжая разворот, и врезался в лесистую местность, загоревшись при ударе. Полет длился всего 30 секунд. Пилот погиб. Диспетчеры не получали от пилота никаких сообщений о проблемах. Свидетели на земле наблюдали самолет в правом крене, без дыма или огня до удара. Следователи извлекли речевой самописец и модули ФАДЕК двигателей для анализа. Причины катастрофы уточняются. Через несколько дней еще один самолет потерпел крушение. Это случилось в Гондурасе. Вечером 17 марта 2025 года в 18 часов 27 минут у побережья Роатана, Гондурас, самолет Jetstream 32 авиакомпании «Ланса», выполнявший рейс из аэропорта Хуан Мануэль Гальвес в Ла-Сейбу, вылетел с полосы 07. Едва оторвавшись от полосы, набрав высоту всего около 10 метров, нормальный полет прервался резким креном вправо. Самолет потерял управление и упал в океан в 150 метрах от берега. Обломки затонули на глубине примерно 60 метров, разлетевшись по морскому дну. На борту находились 17 человек. 12 из них погибли, а 5 выживших получили тяжелые травмы. Спасатели извлекли часть обломков, включая бортовые самописцы для анализа. Власти Гондураса продолжают расследование. Причины катастрофы пока остаются неясными. 5 дней спустя Африка вновь оказалась в центре трагических событий. 22 марта 2025 года в 17 часов 43 минуты в 24 километрах к юго-западу от Могадишо, Сомали, грузовой самолет The Hollywood Canada, принадлежавший кенийской компании Trident Aviation, выполнял рейс из Тхобли в международный аэропорт Могадишо. На подлете к пункту назначения самолет внезапно потерял высоту и врезался в прибрежную полосу Джазира, разлетевшись на куски. Все 5 на борту, экипаж и персонал, погибли. Специалисты изучают обстоятельства катастрофы, но пока без четких выводов. Через неделю Соединенные Штаты вновь попали в заголовки новостей. 29 марта 2025 года в 12 часов 22 минуты по местному времени частный одномоторный самолет Саката TBM-700, следовавший из Де-Мойна в аэропорт округа Анокас, штат Миннесота, заходил на посадку на полосу 09. Приблизительно за 9 километров до аэропорта в районе города Бруклин-Парк самолет внезапно вошел в резкий левый разворот и почти вертикально рухнул на жилой дом, загоревшись после удара. Пилот, единственный находившийся на борту, погиб. Жертв на земле, несмотря на полное уничтожение дома и самолета, не зафиксировано. Когда в России отмечали День космонавтики, в США было не до праздников.
12 апреля 2025 года в 12 часов 5 минут по местному времени частный самолет Mitsubishi MU Marquis, следовавший из White Plains в Колумбия-Каунти, штат Нью-Йорк, начал снижение на завершающем этапе захода на посадку. Во время четвертого правого разворота самолет неожиданно сорвался в неуправляемое пикирование и рухнул в поле близ городка Копейк. На борту находились 6 человек, пилот и 5 пассажиров. Все они погибли на месте. Идет расследование. На следующий день трагедия произошла в Европе. 13 апреля 2025 года в 9 часов 40 минут двухмоторный самолет Piper Aerostar вылетел из аэропорта Зальцпитер-Рюте, Нижняя Саксония, выполняя короткий частный рейс до Хильдесхайма, расположенного в 33 километрах восточнее. На борту находились 2 человека, пилот и пассажир. Вскоре после взлета с полосы 07 при начальном наборе высоты самолет потерял управление и разбился в поле неподалеку от аэродрома. Оба находившихся на борту погибли. Через 4 дня в Белизе произошел редкий инцидент. 17 апреля 2025 года в 8 часов 30 минут самолет Cessna 208 Grand Caravan авиакомпании Tropic Air вылетел из аэропорта Карасал, Белиз, с 14 пассажирами на борту. Вскоре после взлета один из пассажиров захватил самолет и, угрожая ножом, потребовал направить борт в США. Экипаж сохранил хладнокровие и не стал выполнять указания злоумышленника. Пилот изменил курс, но совершил посадку в аэропорту вылета, в международном аэропорту Белиза. После приземления другой пассажир, имевший лицензию на ношение огнестрельного оружия, открыл огонь и застрелил угонщика. Самолет остался невредимым. Пострадавших среди экипажа и остальных пассажиров не было. Погиб только захватчик. Власти расследуют обстоятельства этого инцидента. А как ты относишься к малой авиации? Летаешь сам? Может, в симуляторе? Обязательно напиши в комментариях. Неделю спустя весь авиационный мир обсуждал Таиланд. 25 апреля 2025 года около 8 часов 10 минут самолет Twin Otter королевской полиции Таиланда выполнял тестовый полет из аэропорта Хуахин. На борту находились 6 человек, 3 пилота, 2 механика и инженер. Вскоре после взлета, предположительно из-за отказа правого двигателя, самолет вошел в штопор, упал в воду под острым углом и полностью разрушился. При столкновении все 6 человек на борту самолета погибли. Через 3 дня Аляска вновь напомнила о своей суровости. 25 апреля 2025 года около 14 часов одномоторный самолет Cessna 207 Skywagon, выполнявший чартерный рейс по маршруту Хаммер-Нанвалек, заходил на посадку в аэропорту Нанвалек, штат Аляска. На борту находился 1 пилот и 2 пассажира. По предварительным данным, во время снижения пилот заметил собаку на взлетно-посадочной полосе и принял решение уйти на второй круг. Вскоре после этого самолет потерял скорость, начал сваливаться, но все же смог совершить аварийную посадку, в результате которой конструкция самолета разрушилась. В этой катастрофе погибли пилот и 1 из пассажиров. Второй пассажир выжил, получив тяжелые травмы. Вот так друг человека невольно стал причиной страшной трагедии. 7 мая 2025 года в 19 часов 16 минут самолет санитарной авиации Piper PA-31 вылетел из аэропорта Сантьяго имени Артура Мерино Бенитеса в направлении Арики. На борту находились 6 человек, 2 пилота, 1 пациент и 3 медиков. Через несколько минут после взлета самолет взял курс на север и набрал высоту около 4600 метров, когда у экипажа предположительно возникли технические неполадки. Примерно через 13 минут после вылета воздушное судно врезалось в горный склон в районе города Куракави, регион метрополитана де Сантьяго. Обломки были обнаружены на следующий день с борта вертолета ВВС Чили. Выживших после этой катастрофы нет. Пока идут расследования одних катастроф, к сожалению, происходят новые аварии. 22 мая 2025 года в 3 часа 47 минут самолет Cessna S-550 Citation II выполнял частный рейс из Уичита, Канзас.
в Сан-Диего. На борту находились 6 человек, 2 пилота и 4 пассажира. Во время захода на посадку по Арнаф на полосу 28 правая в условиях плохой видимости и неработающей автоматической метеостанции самолет снизился ниже минимально безопасной высоты. На высоте 29 метров он зацепил линии электропередач и рухнул в жилой район в 3 километрах от полосы, вспыхнув при пожаре. Обломки разлетелись в радиусе 366 метров, повредив дом и 20 автомобилей. Все 6 человек на борту погибли. 8 человек на земле получили легкие травмы. Официальные выводы расследования пока не опубликованы. Через неделю военные учения в Южной Корее обернулись трагедией. 29 мая 2025 года в 13 часов 52 минуты самолет Lockheed Orion, принадлежавший ВМС Южной Кореи, участвовал в военных учениях близ авиабазы Пхохан. На борту находились 4 человека. После взлета с полосы базы самолет начал правый разворот, но внезапно вошел в штопор и врезался в лесистый склон холма к юго-востоку от аэродрома, воспламенившись после падения. К сожалению, выжить никому не удалось. 5 дней спустя горы Венесуэлы унесли еще несколько жизней. 3 июня 2025 года около 20 часов самолет Cessna 500 Citation, принадлежавший частному владельцу, вылетел из международного аэропорта Каракас-Симон-Боливар в Порт-Ла-Мар. На борту находились 5 человек. На высоте около 2100 метров над горной местностью в 28 километрах к востоку от аэропорта самолет исчез с радаров. На следующий день спасатели обнаружили обломки, разбросанные среди скал. Также были найдены документы из салона самолета. Выживших найдено не было. Вы заметили, что множество катастроф в этом видео происходит в горах? Как думаете, почему? В чем причина? А пока вы пишете свое мнение в комментариях, я, пожалуй, продолжу. Через 3 дня Мексика попала в заголовки новостей. 6 июня 2025 года в 8 часов 14 минут сельскохозяйственный самолет вылетел из международного аэропорта Тапачупа, Мексика, для распыления стерильных насекомых над сельхозрайонами Павенкуля и Матазинтлы. На борту находились 3 человека, 2 пилота и специалист. Вскоре после взлета самолет по еще не установленной причине врезался в горный склон близ Павенкуля, разлетевшись на куски при ударе о землю, унеся жизни всех, кто находился на борту. 2 дня спустя воды Тихого океана унесли еще несколько человеческих жизней. 8 июня 2025 года в 12 часов 30 минут по местному времени частный двухмоторный самолет Cessna 414 вылетел из международного аэропорта Сан-Диего в направлении аэропорта Феникс-Скай-Харбор. На борту находились 6 человек, 1 пилот и 5 пассажиров. Во время набора высоты пилот сообщил диспетчерам о проблемах с управлением. После этого параметры полета стали нестабильными. Отмечались резкие изменения в скорости, высоте и направлении полета. Спустя несколько минут после взлета самолет рухнул в воды Тихого океана вблизи мыса Пойнт-Лома, штат Калифорния. Все находившиеся на борту погибли. На поверхности были обнаружены отдельные обломки фюзеляжа. Точные причины катастрофы устанавливаются. Через несколько дней произошла самая крупная катастрофа этого года. Индия потрясла мир масштабом своей трагедии. 12 июня 2025 года около 13 часов 40 минут самолет Boeing 7878 Dreamliner авиакомпании Air India готовился к вылету из международного аэропорта Ахмадабад. Через 9,5 часов суперсовременный дальнемагистральный авиалайнер должен был приземлиться в оживленном аэропорту Гатвик, Лондон, Англия. На борту находились 242 человека, 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Вскоре борт вырулил на полосу, развернулся, получил разрешение на взлет и начал разбег. Через 30 секунд после взлета с полосы 23 на высоте около 190 метров с неубранными шасси экипаж передал сигнал бедствия «Мэйдэй», сообщив о потере мощности двигателей. Самолет начал стремительное снижение, после чего основная стойка шасси задела верхний этаж общежития для врачей, где находился ресторан. Хвостовая часть самолета оторвалась при ударе, а остальной фюзеляж врезался в жилой комплекс Атульям-11, где проживали студенты-медики. В результате удара возник пожар, а обломки были разбросаны по территории жилого комплекса и прилегающей улицы в 1,5 километрах к юго-западу от торца полосы. Из 242 человек на борту выжил только 1. 40-летний гражданин Великобритании индийского происхождения,
Вишваш-Кумар Рамеш, сидевший на месте 11А у аварийного выхода в передней части эконом-класса. Его часть самолета оторвалась и врезалась в первый этаж общежития. Рамеш, находясь в состоянии шока, смог отстегнуть ремень безопасности и выбраться через отверстие, образовавшееся после падения, получив ожоги левой руки и множественные травмы. «Я до сих пор не верю, что выжил. Сначала думал, что умру. Когда открыл глаза, понял, что жив», — рассказал он в больнице. На земле погибли 19 человек, и не менее 60 получили травмы. Спасатели нашли оба черных ящика, один из которых был поврежден, но данные пригодны для анализа. Первые расшифровки бортовых самописцев показали, что через несколько секунд после взлета оба топливных крана двигателей последовательно перешли из положения ран в положение котов, выключено, что привело к прекращению подачи топлива в двигатели и потере тяги. Один из пилотов спросил: «Ты зачем отключил?» На что другой пилот ответил: «Я этого не делал». Почти сразу активировалась аварийная турбина РАД. Началась автоматическая попытка перезапуска двигателей. Двигатель номер 1 начал восстанавливаться, но двигатель номер 2 так и не смог набрать обороты. В этот момент пилоты повторно включили подачу топлива на оба двигателя. Однако высоты уже не хватило. Самолет рухнул с углом тангажа примерно 8 градусов, без крена, вправо или влево. Так как случайное или самопроизвольное отключение сразу двух топливных кранов в самолете Boeing 787 невозможно из-за специфической конструкции, я практически на 100% уверен, что это было преднамеренное действие одного из пилотов. Кто-то из них решил свести счеты с жизнью таким страшным способом, прихватив с собой на ту сторону более 250 неповинных душ. Это первая катастрофа с человеческими жертвами в истории Boeing 787 с момента его ввода в эксплуатацию в 2011 году. Расследование этой жуткой катастрофы продолжается. Как думаешь, кто именно, капитан или второй пилот, выключил двигатели? Через пару недель в США смертельная жатва продолжилась. 29 июня 2025 года в 6 часов 54 минуты по местному времени частный двухмоторный самолет Cessna-441 Conquest этой компании Minder Air, следовавший из Янгстаун Уоррена в Босман, штат Монтана, вылетел с полосы 32. На борту находились один пилот и 5 пассажиров. Сразу после взлета, во время начального набора высоты, самолет начал левый разворот, после чего внезапно перешел в снижение и через минуту рухнул во двор частного дома, расположенного примерно в 2 километрах к северо-западу от аэродрома. Самолет был полностью разрушен. Все 6 находившихся на борту погибли. Причины катастрофы пока не установлены. Расследование продолжается. Не успели стихнуть трагические вести из Янгстауна, как новое крушение произошло в Лондоне. Из аэропорта Саутенд, расположенного неподалеку от Лондона, 13 июля 2025 года в небо поднимался турбовинтовой самолет Beechcraft B-200 Super King Air. Его взлет казался рутинным. Короткий разбег, радостные крики детей, собравшихся в аэропорту и желавших пилотам и пассажирам счастливого полета, легкий отрыв от полосы. Но эйфория полета оборвалась в считанные секунды. Самолет внезапно резко накренился влево. В следующее мгновение он с ужасающей силой рухнул на землю. Взрыв и пламя охватили фюзеляж, а над аэродромом поднялся густой столб черного дыма. На борту находились 2 пилота, врач и медсестра. Никто из них не выжил. Следователи рассматривают отказ двигателя или сбой в системе управления как возможные причины трагедии. Еще не рассеялся дым над Саутендом, как судьба нанесла новый удар за океаном. 20 июля 2025 года около 8:00 по восточному времени самолет Piper PA-46 Meridian вылетел из регионального аэропорта Ланкастер, штат Пенсильвания, США, направляясь в региональный аэропорт Стейт Колледж. На борту находился только пилот, опытный летчик с допуском к полетам по приборам, выполнявший частый рейс. Данные ADS-B показали, что самолет оторвался от земли, набрал высоту около 198 метров и скорость 252 км в час. Но через считанные секунды, всего в 400 метрах от конца взлетно-посадочной полосы, самолет внезапно пошел в крутое снижение с углом около 39 градусов и врезался в кукурузное поле близ Литица. Пилот получил смертельные травмы. Следователи пока не установили причину трагедии, но есть версия возможной ошибки пилотирования или технического сбоя. В этот же день произошла еще одна катастрофа, на этот раз в Австралии.
25 июля 2025 года в 14 часов 26 минут по местному времени самолет Реймс Cessna F-406 «Караван» вылетел из аэропорта Уорик, Квинсленд, направляясь к аэропорту Оки. На борту находились 2 человека. При заходе на посадку всего в 2,5 километрах от взлетно-посадочной полосы 14 аэропорта Оки самолет врезался в летное поле. Удар разнес машину на куски, оставив лишь обломки среди пыли и травы. Оба человека получили смертельные травмы. Ведется расследование. В самый разгар лета беда пришла в Россию. 24 июля 2025 года около 7 часов по московскому времени 49-летний пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара», прилетевший из Хабаровска, вылетел из Благовещенска, направляясь в Тынду. На борту находились 42 пассажира, включая 5 детей и 6 членов экипажа. При заходе на посадку в аэропорту Тында экипаж, вероятно, перепутал давление QNH и QFE и неверно настроил высотомер. QNH показывает высоту над уровнем моря, а QFE над уровнем аэродрома, из-за чего экипаж неверно оценивал свою высоту полета. Самолет, пролетая над сопкой в 15 километрах от аэродрома, зацепил кроны деревьев. Сработал сигнал предупреждения о близости земли, но через мгновение машина врезалась в склон, разлетевшись на горящие обломки. Никто не выжил. Следователи рассматривают версию с ошибочной установкой высотомера экипажа как предварительную причину этой страшной катастрофы. И пока диванные эксперты вели споры, кто виноват в этой трагедии, усталость металла или действия экипажа, в Канаде разбился очередной самолет. 26 июля 2025 года в 17 часов 27 минут по местному времени самолет Piper PA-31 Navajo вылетел с полосы 25 регионального аэропорта Дир-Лейк, Канада. На борту находились 2 человека. После выполнения полетного задания самолет пытался вернуться в аэропорт вылета, однако что-то пошло не по плану. После касания полосы пилот принял решение об уходе на второй круг. В процессе ухода самолет резко отклонился влево и врезался в землю недалеко от аэродрома. Оба человека на борту получили смертельные травмы. Трагедия в Дир-Лейк стала лишь одним из примеров того, как быстро ситуация в авиации может выйти из-под контроля. Спустя всего сутки в другой точке мира, в Венесуэле, произошла еще одна катастрофа. 27 июля самолет Cessna-208B Grand Caravan вылетел из аэропорта Пуэрто-Аякучо, Венесуэла. На борту находились 10 человек. Вскоре после взлета в 14 километрах к востоку от аэропорта вылета самолет потерпел крушение при неизвестных обстоятельствах. 7 человек на борту, второй пилот и 6 пассажиров, погибли. 3 – капитан, механик и 1 пассажир – были спасены. Обстоятельства этой катастрофы расследуются специалистами. Трагедия в Пуэрто-Аякучо вновь показала хрупкость авиации и то, как один полет может разделить жизнь на до и после. Но цепочка катастроф на этом не остановилась. Спустя несколько дней тревожные новости снова пришли из США. 5 августа 2025 года около 12 часов 45 минут самолет Бичкрафт 300 выполнял рейс санитарной авиации в штат Аризона. На борту находились пилот, второй пилот и 2 члена медицинского экипажа. Вылетев из международного аэропорта Альбукерки, самолет набрал высоту 5500 метров и взял курс прямо к муниципальному аэропорту Чинли. В запланированное время борт начал снижение, а спустя 10 минут вошел в схему движения по подветренному участку полосы 36. Последняя отметка радара зафиксировала его на высоте около 1860 метров и в 4,5 километрах к юго-востоку от аэродрома. По словам очевидцев, находившихся неподалеку, самолет на малой высоте пролетел над полосой, после чего его крылья несколько раз начали неустойчиво крениться. Затем машина резко задрала нос и ушла в глубокий крен влево. Через несколько секунд Бичкрафт исчез за деревьями, и над местностью поднялся столб дыма. Пока в США пытались осмыслить причины трагедии в другой точке мира, в Восточной Африке, произошло новое крушение. 7 августа 2025 года самолет Cessna 560 Citation компании Amref выполнял перелет из аэропорта Уилсон в Найроби в аэропорт Харгейси. На борту находились 4 человека. В 14 часов 12 минут по местному времени борт оторвался от взлетно-посадочной полосы 14 и взял курс на северо-восток.
Однако спустя всего 5 минут после взлета самолет начал резко терять высоту, развивая большую скорость снижения. Через несколько мгновений Цесна врезалась в густонаселенный жилой район Мвихоко в округе Киамбу, примерно в 22 километрах от аэропорта. На земле поднялся столб густого черного дыма. Все 4 человека на борту погибли. Жертвами трагедии стали также 2 местных жителя, которые оказались в зоне падения. Трагедия в Кении показала, что опасность подстерегает не только в небе над крупными городами, но и в самых отдаленных уголках планеты. И в подтверждение этого вскоре новые тревожные вести пришли из Африки. На этот раз из Демократической Республики Конго. 16 августа самолет Ан-2 находился в перегонном полете в Кисангани для прохождения сертификации. На его борту находились 2 пилота, инженер, инспектор управления гражданской авиации и полковник армии с женой и телохранителем. Всего 7 человек. После недавнего технического осмотра самолет получил разрешение на перелет. Однако до конечной точки он так и не добрался. Примерно в 34 километрах от Кисангани в густом лесу самолет Ан-2 потерял управление и рухнул среди деревьев. По данным местных СМИ, один из 7 пассажиров выжил, получив тяжелые травмы. Остальные погибли. Обломки самолета оказались сильно разрушены, а доступ к месту катастрофы осложняла труднопроходимая местность. В конце августа печальные новости снова пришли из США. Самолет Cessna 340A выполнял заход на посадку в аэропорт Midwest National Air Center в городе Мосби, штат Миссури. На борту находились пилот и пассажир. При выполнении левого разворота на полосу 18 борт внезапно потерял управление и столкнулся с землей в непосредственной близости от взлетно-посадочной полосы. Самолет остановился практически вертикально и загорелся сразу после удара. Оба человека на том борту погибли, а самолет был полностью уничтожен огнем. Через некоторое время после трагедии в США произошла новая катастрофа, теперь уже в России. 9 сентября в районе хутора Морозов Ростовской области России произошла авария самолета Ан-2 компании «Химавиа». По неустановленной причине во время выполнения полета самолет столкнулся с землей. Пилот, находившийся на борту, к сожалению, погиб. Воздушное судно получило серьезные повреждения. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию, и расследование этого эпизода уже началось. После печального падения Ан-2 под хутором Морозов уже 13 сентября очередной самолет разбился в Канаде. Одномоторный гидросамолет The Halliwell Canada DHC-2 Beaver выполнял частый перелет из Сент-Тереза-Пойнт к озеру Мейкпис. При заходе на посадку в районе озера Айленд при неизвестных обстоятельствах гидроплан потерпел крушение у северного берега и разрушился. Пилот выжил, хотя и получил травмы, а вот 4 пассажирам, индейцам Сент-Тереза-Пойнт, в этот роковой день не повезло. К сожалению, все они погибли. Я уже собрался заканчивать этот выпуск, как пришли 2 ужасные новости, о которых, несмотря на малое количество информации, я не могу не рассказать. Первая из них снова из Венесуэлы. 24 сентября в 12 часов 52 минуты по местному времени в международном аэропорту Каракас Симон Боливар самолет Learjet 55 выполнял вылет с полосы 28 левая. По неустановленной причине самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся. Неясно, случилось это при попытке разворота на полосе или уже на этапе разбега. Самолет принадлежал правительству Венесуэлы, Министерству внутренних дел, юстиции и мира. Джет был полностью уничтожен пожаром. На борту находились 4 человека. Командир и второй пилот погибли, а 2 пассажиров получили ранения. Вторая новость о трагедии пришла из Австралии. Я открывал этот выпуск катастрофы на этом континенте. Заканчиваю, к сожалению, тоже. 27 сентября в 14 часов 20 минут по местному времени одномоторный самолет Pilatus PC-6 вылетел из аэропорта Моруя, Новый Южный Уэльс, Австралия, для участия в выброске местных парашютистов. На борту находились 8 человек и 1 пилот. После того, как все 8 человек выпрыгнули, пилот возвращался на базу, когда самолет при неизвестных обстоятельствах потерпел крушение в 2 километрах к северу от аэродрома. Пилот погиб, а самолет был уничтожен. С января по сентябрь 2025 года произошло 47 катастроф, в которых погиб 601 человек. И это не сухие цифры, это чьи-то родители, дети, братья и сестры
друзья и коллеги. На этом остановимся. Дальше снимать по 2025 году сейчас нет никакого смысла. Чем свежее катастрофа, тем меньше по ней проверенной информации и больше слухов и домыслов. Оставшийся месяц, если это видео тебе понравится, я сделаю позже. Но все же надеюсь, что материала у меня не будет. Я продолжу следить за расследованиями и вернусь к отдельным эпизодам, когда выйдут финальные отчеты. Напиши в комментариях, считаешь ли ты авиацию по-прежнему самым безопасным видом транспорта или предпочел бы иные способы перемещения. Если хочешь продолжение этой серии, но по другим годам, где уже известны все факты и есть финальные отчеты, также напиши в комментариях. И напиши, за какой год взяться первым. Поддержи канал подпиской на Telegram и Boosty, чтобы я был мотивирован выпускать видео чаще. Спасибо, что досмотрел до конца. Безопасных полетов. Пока.